Всем привет! Сегодня я к вам с кексом простым, вот из продуктов, которые увидела, что нужно использовать в холодильнике. Добавила сюда творог, и получился он очень-очень вкусный. А как поднялся, посмотрите, какой высокий. Почему? Получилось случайно, но я с вами поделюсь. В этом пироге использую вот то, что подошло к дате просрочки. Кефир, вот зернистый творог у меня оказался. Все смешиваю. Самые простые продукты использую. Замешиваю все просто в чашке, без миксера. Делаю на 3 яйца, но можно и на 2 яйца сделать. Просто у меня форма, она достаточно большевастенькая. Стакан сахара к 3 яйцам. Это 190-200 граммов. 2 пакетика ванилина. Хватает также и 1. Но я люблю, чтобы было пованильнее, поэтому кладу 2. Венчиком соединяю сахар с яйцами. Кефир миллилитров 200-220 у меня вот здесь осталось. Добавляю зернистый творог. Вот сколько у вас есть творога, а можно и без творога. Можно сметану или йогурт добавить еще. Смотрите, что осталось в холодильнике и нужно утилизировать. Вот серьезно вам говорю. И чайную ложечку соды на молочку. Тоже перемешиваю хорошо все. Миллилитров 50-40 растительного масла без запаха. И мука. Муки вот я здесь отмерила граммов 300. Не граммов 300, а 300 граммов. Но может уйти и побольше. Это зависит от того, что вы используете и сколько жидких компонентов есть в тесте. И вот знаете, в чем секрет? Секрет в том, что когда первый раз я этот пирог делала, я вот так замесила тесто, поставила его и ушла. И забыла, что я вообще замесила какое-то тесто и собиралась что-то печь. Пришла, а через 2 часа он у меня так супер поднялся. То есть вот когда выпечку на кисломолочных продуктах делаем, то лучше всего ее оставлять, я уже просто вывод сделала по другим даже рецептам, ее оставлять в теплом месте, вот просто, чтобы она постояла. Поэтому вот замесив тесто, я его оставлю отдыхать. Вот часа на 2 я оставлю. Буду заниматься своими делами, не трогая вот совершенно. А замешивается все 5 минут. Я буду делать кекс с замороженной вишней, но ее пока не достаю из морозилки. Заранее не надо ничего доставать. Все, вот достаточно, вот прям как надо 300 граммов муки. Вот смотрите, какое легко спадающее тесто получается. Из-за того, что у меня зернистый творог, то и видны крупиночки. Если возьмете обычный творог, то крупинки не так сильно будут видны. Вот так вот оно должно хорошо спадать. Все, накрываю полотенчиком и забываю про него на пару часов. И вот через несколько часов, смотрите, как оно и выше стало, поднялось. И когда вот я его вот так вот перемешиваю, то вот пузырики прям видны. И вишня. Вот 300 граммов замороженной вишни у меня, 3 ложки столовых сахара и 2 столовых ложки кукурузного крахмала. Кладу сюда. Вишню вот только что достала из морозилки. Заранее ее не достаю. Перемешиваю. С тестом теплым холодную вишню вот так перемешиваю. И помещаю в форму, перекладываю в форму. У меня кексница вот такая вот высокая. И ставлю в духовку 180 градусов минут на 45-50. Сегодня у меня прям он вот идеально поднялся так кексик. Переворачиваю его. После духовки дала ему хорошо остыть. Посыпаю сахарной пудрой. У меня в духовке он простоял вот ровно 45 минут. Или 50, нет, 45 минут, да, правильно. И сейчас посмотрим, как он выглядит в разрезе. Ну вот кусочек сам вышел. Вот такой вот получается с ягодками. И он очень мягкий, вот прям внутри, вот прям пористый, вот тесто мягкое, воздушное получается. Быстро делается, как видели, все смешала, поставила в духовку. Приятного всем чаепития, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.